Здорово, пилот! А раз ты тут, то что-то не понимаешь и хочешь настроить тачку, но не знаешь, как работают настройки. В данном руководстве опишу все настройки в тюнинге, чтобы ни у кого не было вопросов, что как работает. Но скажу сразу, если ты новичок и что-то не получается, не лезь в настройки. В игре выставлены, внимание, самые стабильные и правильные настройки, и менять их не нужно. Для начала поднимите свой скилл езды, а затем уже меняйте настрой как вам угодно. Я все сказал. Итак, погнали. Акселератор. Акселератор — это ползунок мощности вашего двигателя, который будет доступен после установки двигателя хотя бы одного уровня. Если у тебя стоит последний уровень двигателя, то ползунок будет стоять на максимальной мощности. Если же ползунок перетянуть до конца влево, то вернете мощность двигателя в стоковое положение, будто бы у вас стоит родной движок без модификаций. Опытные пилоты часто играются с мощностью двигателя для наилучшего сочетания зацепа колес и тягучести двигателя, чтобы быть быстрым и оставаться в угле. Шины. В стоковом значении стоит 32 пси в передних колоннах и 32 в задних. Простое решение для стабильной езды. Если же тебе не хватает зацепа на одной из осей, то можно уменьшить давление на нужной тебе оси. Как определить, где не хватает зацепа? Если кто-то от тебя стартует резче без букса, в повороте быстрее, значит тебе не хватает зацепа сзади. Если же у тебя андерстирит морда или ты не вытягиваешь большой угол в повороте, то у тебя слабый зацеп на передней оси. А увеличивают давление, если идет перезацеп. Самым хорошим решением будет, если у тебя стоит одинаковое значение давления шин или же спереди чуть больше. Развесовка. Развесовка в стандарте стоит 55 на 45%, опять же для стабильной езды. Если вывернем развесовку 50 на 50, то уровень зацепа на оси изменится в сторону задней. Если же вам нужен бэквард, то меняйте соотношение в пределах 60 на 40. То есть при настройках 50 на 50 у вас будет больше скорость, быстрее ускорение, но справиться с управлением сложнее, так как ось передняя разгрузится. А при настройках 60 на 40 вы будете выруливать из таких лютых углов, о которых многие будут только мечтать. Таким образом, бэкварды ваши. Трансмиссия. В трансмиссии все не так легко, как было с шинами и развесовкой вместе взятыми. Без правильной коробки вы либо не поедете, либо будете буксовать стоя на старте. На минимальном значении при максимальных оборотах двигателя частота вращения ведущих колес будет выше стандарта. Но для таких значений нужен хороший движок, способный прокрутить колеса через такую КПП. Если ставить на максимум, то частота вращения колес будет уменьшена в разы. Это повлечет за собой более короткие передачи и буксовать будет проще при нажатии на газ. По передачам тебе нужно самому решить, как настраивать и определить основные две рабочие скорости. К примеру, 3 и 4. Третью нужно настроить так, чтобы в большинстве поворотов ты мог свободно регулировать угол газом и при этом не разворачивался от большой частоты оборотов колес. А вот 4 настраивать на более затяжные повороты, такие как на Орландо или Дрифт-Ринг. Все оставшиеся передачи подведи к твоим основным с наименьшим интервалом. Вуаля! Самая простая настройка КПП. Я сам так часто делаю. Для более точной настройки КПП вам придется повозиться с каждой передачей отдельно. И помни, чем больше передач у тебя настроено правильно, тем меньше придется играть газом. Это касается геймпада. На геймпаде или клавиатуре проще менять скорость, нежели постоянно дергать газ туда-сюда. Залог успеха геймпадов — это хорошо настроенные все передачи. И на трассе пилот знает, в какой поворот ему заюзать ту или иную передачу. Ну а на руле подойдет более простая настройка КПП, если у тебя есть педали, конечно. Подвеска. Думаю, самая простая настройка в нашей игре, так как влияет она не так сильно, как того хотелось бы. Но игнорировать ее не будем. Все ты знаешь, что чем ниже машина, тем лучше управляется. Все верно, но в дрифте не забудь чуть приподнять подвеску передней оси. Поможет. Угол выворота колес. Чем выше угол выворота колес, тем больше угол в дрифте ты можешь держать. Все просто, оставляем без изменений, если ты не извращенец и не мазохист. Углы установки колес. Это такая же сложная тема, как и с КПП, так как тут каждый ползунок по-своему важен. Внимание, повторю еще раз. Если ты новичок, то не лезь в эти настройки, иначе разочаруешься еще больше. Начнем с передних колес. При регулировке передней оси ты либо увеличишь параметр управляемости машины, либо делаешь только хуже.
Развал. Развал — это угол колеса в вертикальной плоскости по ходу движения машины. Регулируется градусами относительно вертикали от поверхности, на которой стоит машина. При максимальном значении низ твоих колес будет шире, чем их макушка. Эдакий стенс. Позволит тебе лучше держать машину в повороте. Передняя ось будет как бы сопротивляться, чтобы не произошел андерстир или вообще снос оси. Если вывернешь значение на 0, то станешь кольцевиком. Я все сказал. Схождение. Схождение — это угол колес в горизонтальной плоскости по ходу движения машины. Измеряется в миллиметрах. Схождение есть разница ширины передней части колес с задними. То есть при положительном схождении колеса будут стоять так, а отрицательном так. При помощи схождения можно немного счетверить в плане выворота колес, выставив в положительном схождении. Опорное колесо в повороте будет смотреть больше вовнутрь корпуса машины, нежели в отрицательном. То есть управлять машиной в дрифте лучше при положительном схождении. Задние колеса. Тут немного попроще. Если же у вас будет развал отрицательным, то пятно контакта вашей резины с дорожным полотном будет все меньше и меньше. Это нужно только лишь для эдакий стенс. Как бы вы ни настроили себе подвеску, мощность двигателя, КПП и давление шин, это будет бесполезно, если стоит недостаточно правильный развал. Бытует мнение, конечно, что нужно ставить немного отрицательный угол, то есть до 1 градуса. Я же использую 0. Схождение. Чем выше значение схождения, тем меньше машина будет стремиться ехать боком. А чем меньше значение, тем машина будет улетать в сторону заноса, стоит только нажать на газ. Будьте осторожны, машина может ехать либо прямо, либо уходить в занос так, что потом не отловишь. У меня стоит самый высокий показатель. По хардкору. Тормоза лучше не трогайте, сейчас стоит самый лучший баланс в нашей игре и точка. Прижимная сила. Прижимная сила необходима тебе при больших скоростях. Это тоже своего рода маленький чит для улучшенного сцепления машины с дорогой, так как весь поток воздуха, проходящий под и над машиной, стремится прижать машину к полу. Но не всегда тебе нужна будет эта прижимная сила. Например, на Рязани большая часть трассы затычная, там тебе только помешает прижимная сила. А вот на Орландо как никогда понадобится прижать машину к асфальту как следует, чтоб не угодить в бетон. Дифференциал. Одна из важнейших настроек Drift Scorch, которую недооценивают большое количество игроков. Если ты хочешь правильно заходить в поворот, то послушай внимательнее. Дифференциал предназначен для передачи крутящего момента на правое и левое колесо задней оси отдельно друг от друга. Дифференциал под нагрузкой означает, что вы надавили на газ и едете с педалью в пол, а дифференциал при накате означает, что вы отпустили газ. Если установить значение на 100%, мы заблокируем дифференциал, заварим, так сказать. Это значит, что оба колеса будут крутиться с одинаковой частотой относительно друг друга. Если установим 0, то мы разблокируем дифференциал, и колеса будут крутиться как им вздумается относительно друг друга. А теперь о дрифте. Если ты установишь диф под нагрузкой в 100, то машина легко уйдет в занос и плавно будет ехать по траектории поворота. А вот при ноле твоя машина будет стремиться ехать прямо, так как одно колесо, то есть внешнее, будет крутиться очень быстро, а вот внутреннее будет катиться спокойно, будто ее вообще не волнует, что ты там нажал, чего ты там хочешь от машины. Но при накате все должно быть в точности да наоборот. Диф ставим меньше значения, чем под нагрузкой. Почему так? Все просто. У тебя, как у дрифтера, при заугливании сработает инстинкт отжать газ, и это правильно решение с таким дифом. Машина начнет выпрямляться из угла. А на этом по тюнингу у меня все. Надеюсь, ты понял, что нужно тебе для хорошей езды. Если же нет, то IDS скоро возобновит свою работу, дабы помочь себе стать успешным дрифтером в этой игре. А там кто знает, может и до CS дорастешь. Автор текста — Семьер. Всего наилучшего. Пока-пока.